Однажды я сделал нечто, что будоражит меня до сих пор. Этими словами начинается описание самого первого путешествия, которое навсегда изменило всю мою жизнь. Всем привет! Меня зовут Влад, и я автопутешественник. Я нахожусь в городе Каньякумари, это самая южная точка полуострова Индостан. Позади 15 месяцев путешествия вокруг Азии. За это время я проехал 12 стран, посетил такие закрытые страны, как Мьянму, малоизученную страну Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Таиланд. Провел месяц в Бангладеше, месяц в Непале и уже практически 5 месяцев в Индии. Это место я выбрал неспроста, оно является довольно знаковым для этого путешествия. Позади меня статуя. Это место, в котором сходятся Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан. Путешествие без подготовки и без четких планов, без маршрутов, целей и сроков. Я не хожу в экспедиции, не езжу компаниями в несколько экипажей, не строю графиков и расписаний. Я просто люблю один пошататься по новым для меня местам. Здесь вы не увидите репортажей и сколько-нибудь серьезной подготовки материала. Я хотел бы поделиться с вами исключительно тем, с чем сталкиваюсь каждый день в своих поездках. А основной своей задачей я бы назвал попытку передать настроение путника, блуждающего по миру, и атмосферу пространства, которое его окружает. Для тех, кто только присоединился, я хотел бы сказать, что это абсолютно точно не travel-блог. Все, о чем я буду пытаться рассказать, это изнанку жизни путешествия, когда ты находишься вдали от дома на протяжении долгого времени. Мир очень хитро устроен. Настоящие истины хорошо спрятаны от глаз. То, что считается правильным в одной стране, плохо в другой. То, чему рады в одной семье, горе для той, что через дорогу. Но когда год за годом меняешь страну за страной, контрабандой провозя через границы лишь иллюзию своей свободы, становятся особо очевидными настоящие вещи. Ведь неважно, где ты живешь, неважно, на каком языке говоришь или какая у тебя религия, все люди на планете, засыпая, мечтают об одном и том же. Здоровье для близких, улыбках на лицах детей, чтобы не было войн. Меня слепили маяки и оглушали крики чаек во многих частях света. Мне посчастливилось побывать в самых красивых уголках планеты. Да, природа Земли — невероятный источник энергии и вдохновения. Но где бы я ни был, больше всего мне интересны судьбы, люди и их истории. В своих путешествиях я как будто забираюсь сверху на декорации большого театра жизни. Смотрю со стороны на все, и, как мне кажется, мне открылось много истин, незаметных в суете обычных дней, которыми очень интересно поделиться с вами. Так что заставляет человека покинуть уютный дом и отправиться, сломя голову, в далекие края? Что делает человека человеком? Кругосветные приключения в поисках настоящего. Каждая буква этого названия есть смысл всех моих путешествий. Есть много способов познать этот мир, и все они правильные. Попасть на далекий мыс или забраться высоко в горы. Пройтись ночью по пустынным улицам чужой страны или принять участие в карнавале. Можно изучать историю стран и биографии великих людей. Можно отправиться с другом в сложный поход. А можно одному отправиться бродить по свету на машине. За последние 10 лет я изъездил большое количество стран, и все эти страны я посетил именно с моим большим желтым другом. Нет, это и не автоблог. Вряд ли я смогу удивить вас какой-то специальной подготовкой или техническими приемами.
Для меня желтый – это ключ к эмоциональным приключениям и путешествию через тысячи рукопожатий с новыми людьми в новых странах. Яркость и дружелюбный образ машины-бродяги – это возможность стать участником множества событий, недоступных в обычных поездках. Это способ погрузиться в те сферы жизни, которые скрыты от большинства глаз. Нет, это не субкультура и не андеграунд. Это как раз стопроцентная настоящая жизнь обычных людей во всех частях света, лица которых озаряет улыбка каждый раз, как желтый странник появляется на их улице. Его бока помнят множество мечтательных взглядов и добрых пожеланий вслед. Благодаря желтому у меня есть друзья во всех частях света. Не может не впечатлять скорость, с которой появляются новые знакомства, и круг вопросов, которые они помогают решить на моем пути. Люблю его еще за то ощущение уюта и безопасности, которое всегда со мной в дороге. В моем багаже есть все, чтобы комфортно и автономно существовать много месяцев вдали от дома. Хотя, я, безусловно, иногда буду рассказывать про то, как ведет себя машина в таких длительных испытаниях. Ведь сменить сразу с десяток климатических поясов за одно путешествие, от морозов Сибири до зноя экватора, посчастливится не каждой машине. Вместе с желтым мы пересекали полярный круг и пояс тропиков, исколесили серпантины Гималаев и побережье Хорватии. Мы штурмовали горный хребет на границе Лаоса с Вьетнамом и наслаждались тишиной автобанов Европы. Пересекли тысячи рек и влюбились в тысячи мостов. Следите за нашими приключениями, и я буду рад ответить на все ваши вопросы. Как в комментариях, так и на наших встречах в кабинете путешественника, который я превратил в студию для уютных посиделок в кругу друзей, подписчиков и интересных гостей. Однажды я решил для себя, пусть это будет кругосветка. Только, видимо, это будет кругосветка длиной в жизнь. Ведь мне не интересно объехать все страны просто для галочки, проскакивая их одну за другой. Мне интересно глубокое погружение. Неделя, месяц, два. Хочется подышать каждой страной. Именно поэтому предстоящее путешествие в Африку, скорее всего, продлится 1,5 или 2 года. Это абсолютно иной полюс мира, который, я уверен, еще раз поменяет все на своих местах. Так если это не travel-блог и не автоблог, про что этот канал? Позади 45 стран. Это не проект, это личная история. Хочется думать, что он про изнанку событий, про наблюдение жизни, про поиски истин. Ведь каждый день в путешествии не похож на предыдущий. Мне нравится окунаться с головой во все, что преподносит мне дорога. Я засыпал в мороз под грохот фур в кабине дальнобойщиков на границе с Монголией и просыпался от жары под шум прибоя в Малайзии. Жил в подсобке супермаркета в Камбодже и на крыше небоскреба в Сеуле. Мне нравится учиться, нравится слушать. Мне хочется найти ответы на сотни вопросов. Специально для канала я записал многочисленные интервью с людьми со всей планеты, собирателями стран и искателями жизни. Я снял десятки обзоров на то, что является диковинным в наших краях, но обыденным по ту сторону экватора. Этот канал про людей, встреченных в пути, про их маленькие радости и большие победы, про общие ценности и необычные места, про настоящие улыбки и новых друзей, про мысли, которые кружатся в голове, и внутренние перемены. На данный момент копилось огромное количество материала. Автопутешествия стали для меня больше, чем просто путешествия. Для меня это образ жизни. Поэтому, как тут принято у вас, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Ну и жду вас у себя на канале.